Интервью с Богом. Пути Господни неисповедимы. Пришло время тайны. Последние слова Генри Уорда Бичера, 1887 год. Когда люди говорят «я потерял веру», мне кажется, что они сдались и не видят ничего вокруг. У меня было по-другому. Я даже эгоистично думал, что, увидев войну, стану ближе к Богу. Но чем больше я молился, тем более пустыми казались мне мои молитвы. Будто я их произносил в пустоту. Я ждал знака. Любого знака. Но ничего не происходило. Да, я еще здесь. Я тебя слушаю. Чем я могу помочь? Ты говорил с другими ветеранами? Там есть люди, которые... Нет, я понимаю. Спасибо, конечно, но я не специалист в этом. Там сейчас кто-нибудь работает? В агентстве нацбезопасности, наверное, много ветеранов. Да, я понимаю. Статус очень важен. Конечно, что угодно, да. Прости. Еще минуту. Подожди. Прости. Хорошо. Хорошо, я поспрашиваю. Найду кого-нибудь, обещаю. Позвоню тебе, как только... Но я потом сразу поеду в офис. Я расскажу о тебе, окей? Договорились. Мэтт. Мэтт. Мэтт, не надо. Мэтт, ну не плачь, перестань. Я тоже там был, я понимаю тебя. Мы тебе обязательно поможем. Хорошо? Я позвоню завтра. Почитай псалмы, если найдется минутка. Мне это всегда помогало. И я тебя люблю, дружище. Пока. Прости. Это ты хотел поговорить? Сара, он плакал. Прости. Ты знаешь, что я тоже люблю Мэтта. Как он? Как он там? Не знаю. Там было плохо. Тебе тоже было плохо. Да, но я был журналистом, а не солдатом. Большая разница. Мне пора на работу. А мне на интервью. Интервью, да, нет, я слышала. Я хочу, чтобы мы это обсудили. Скажи, что мне сделать? Сколько раз извиниться? Не извиняйся. Скажи, сколько раз? Всякое бывает, но я не хочу снова переживать это. Всякое бывает, но я вернулся, я с тобой. Когда ты вернулся, Пол стало еще хуже. Я не могу так жить. Я изменюсь, я стану лучше. Я хочу быть лучше. Мы можем это исправить. Исправить? Когда доверие потеряно, как ты это исправишь? Ты хочешь все разрушить из-за одной ошибки? Это моя вина. Иногда взбредет что-нибудь на ум. Можем мы хотя бы обсудить это с кем-нибудь? Мы можем поговорить сегодня? Пожалуйста. Возможно, вечером меня не будет. Я должна все обдумать. Ты опоздаешь на интервью, а я уже опаздываю на работу. Да. Доброе утро. Доброе. Вы оба, как всегда, по часам.
Я позвоню тебе. Сюда. Доброе утро. Извините, что опоздал. Я должен извиниться за то, что опоздал. Всего на 5 минут. У нас есть еще 25 минут, как и договаривались. Да, по полчаса сегодня, завтра и в пятницу. Все остальные... Заняты? Да, все остальные заняты. У вас все в порядке? Да, извините. Все отлично. Я Пол Ашер из газеты «Геральт». Я знаю, кто вы. Я знаком с вашей работой. Я ваш фанат. Спасибо. Извините, вы не против? Хорошо, несколько правил. Я записываю разговор, чтобы ничего не упустить. У нас будет 3 встречи сегодня, завтра и в пятницу. Потом я покажу, что написал, но редакторские права остаются за мной. Вы согласны? Хорошо. Надеюсь, статья будет великолепной. Лучше не обнадеживайте себя. Я пишу о религии для светской газеты, и обычно мои статьи помещаются в раздел «Стиль жизни». Не скромничайте. Гороскопам отводят больше места. Ваш репортаж из Афганистана меня впечатлил. Вы читали? Каждую статью. Христиане в бою. Наверное, это было трудное задание. Трудное и для вас, и для вашей семьи. Другим было труднее. Я был всего лишь журналистом, но я познакомился с невероятными людьми. Я бы хотел послушать о вашей жизни в Афганистане. Да, как-нибудь в другой раз. Мы здесь ведь в шахматы собрались играть. Поговорим о вас. А вы играете? Я? Нет. И никогда не играли? Когда был ребенком. Ладно. И сейчас не играете? Мой отец приводил меня сюда. Тогда я немножко играл. Ладно. Начнем? Хорошо, 1 июня. Назовите свое имя и произнесите по буквам. Я Бог. Б-О-Г. Хорошо. Отлично, давайте приступим. Спасибо, что согласились дать интервью. Это вы согласились, но, пожалуйста, да. Можно вас фотографировать? Конечно. Вы не против появиться на фотографиях? Я же божество, а не вампир. Как по мне, вы выглядите как человек. А вы, как по мне, выглядите как Бог. Да, понимаю. Похож внешне. Мило с вашей стороны. Спасибо. Итак, почему вы согласились дать интервью? Я все время говорю со своими детьми. То есть я один из ваших детей? Да, конечно. Людей, с которыми вы вот так разговариваете, по-особому называют. Счастливчики? Я имел в виду пророки. Ах, да, конечно. Так их называют после того, как я поговорил с ними. Многие из них были не особенно рады увидеть меня, особенно в первый раз. Это да.
горящего куста или огненного столпа любой бы испугался. Думаю, они ужасно пугались. Точно, точно. Зато я привлекал их внимание. Обойдемся сегодня без горящих кустов? А вы хотели бы... Вы этого от меня ждете? Ну что ж, Ладно. Что именно вы хотите подпалить? Может, что-нибудь здесь, в парке? Как насчет этой колонны? Или, может, вон то дерево, а? нет, не стоит. Это и не обязательно. Вы здесь, я здесь, мы уже говорим друг с другом. Вернемся к моему вопросу. Вы здесь, потому что я пророк? А вы пророк? Ну, мы же говорим. Хорошо, это начало. Хорошо. Вернемся к этому позже. Итак, вы Бог. Тот самый Бог, который создал небо и землю за 6 дней. Ага, и потом я отдыхал. Отличная работа. Спасибо. Я старался, но... Разве это вы хотите узнать? Факты из моей биографии? Вы можете в книге об этом прочитать. Да, но мои читатели будут ждать от меня проверенных фактов. Фактов, конечно. Да, всем нужны факты. Да, хорошо. Продолжайте. Сколько вам лет? Для меня время идет иначе, чем для вас. Я существую вне времени. Да, и в конце концов, я создал время. Верно. Откуда вы родом? Пол, я думаю, что интервью будет более продуктивным, если мы не будем тратить время на вопросы, на которые вы уже знаете ответы. Хорошо. Идем дальше. Пол, я не придираюсь к вам, я просто думаю, что вы лучше других понимаете, почему мои ответы могут быть путанными. Если бы Божья сущность была понятной, посмотрите на мир вокруг, и вы поймете, что это не так. То есть мы на Земле пытаемся познать вас, а вы уже знаете ответы на все вопросы? Да, конечно. Вас это смущает? Значит, вы и на этот вопрос знаете ответ? Да, я предпочитаю сейчас не пользоваться своими привилегиями. Посмотрите на это с моей точки зрения. Мне довольно сложно. Я понимаю. Вести разговор, зная все заранее, нелегко. Очень нелегко. Никто не любит всезнаек. Да. Вы только что сказали, вы лучше других. А именно, вы лучше других понимаете, почему мои ответы могут быть путанными. Что вы имели в виду? Почему я понимаю лучше других? Вы получили образование теолога и журналиста в университете Лойола и были лучшим студентом в группе. Вы начали работать в онлайн-издании газеты «Геральт» сразу после окончания университета и писали о проблемах веры и теологии. Вы заучили наизусть мою биографию на сайте. И еще я знаю о вашем браке. Что, простите? Я знаю о вашем браке. Я даже на секунду поверил вам. Или поверили в меня. Вы ждете, что я спрошу. Спросите, что? Где доказательства? Как вы докажете, что вы тот, кем вы являетесь? Да, доказательства. Скажите, Пол, когда вы молитесь, вам нужны доказательства того, что Бог вас слышит? Нет, конечно нет. Тогда сегодня ваш день. Почему это? Я здесь, и я могу ответить на любые ваши вопросы. Надеюсь, я вам помогаю. Очень. Что сказать тем, кто утверждает, что вас нет? Скажите, что я их понимаю, если их мир таков. Для каждого мир такой, каким он его видит. Хороший ответ. Хороший, я рад. Вы отличный интервьюер, Пол. Спасибо. Вы установили доверие и взаимопонимание. Вы не смотрите на меня как на глупца, и для вас правда превыше всего. Да, было бы здорово услышать правду от вас. Правда, это мой конек. Хорошо, блиц-опрос. Вопросы самые разные. Блиц-опрос, очень мило. В чем смысл жизни?
Нужно жить, бороться, служить Богу и задавать вопросы вроде «в чем смысл жизни?». Тора и Новый Завет — это тоже Слово Божье? Конечно. Но это слово понятное и переведенное человеком. Вы не дали прямого ответа. Почему же? У каждого свое путешествие, но путь у всех один. Было ли время, когда Бога не было? Я могу ответить вам так же, как и Моисею. Хорошо. Я тот, кто я есть. Хорошо. Я должен был это знать. Да. С тех пор ничего не изменилось. Рай существует? Конечно, но не стоит думать о нем как о каком-то месте. Значит, дьявол тоже существует? Да, но, честно говоря, его значение переоценено. Переоценено? Забавно. А почему? Он силен настолько, насколько вы ему позволяете. Что происходит после смерти? Душа воссоединяется с вечностью. Значит, моя душа бессмертна? Иначе она не была бы душой. Может ли атеист быть добродетельным? Да, конечно. Можно и дом без фундамента построить. Но только если не будет землетрясений. Бог — это любовь? Не люблю хвастаться, но да, безусловно. Сколько будет 2427 умножить на 648? 1 572 696. Правда? Извините, простите, пожалуйста. Ничего страшного, Бог простит. Но это интересно. Что именно? Вы задали много хороших вопросов, но не тот, который мне всегда задают. И что это за вопрос? Подумайте. Почему хорошие люди тоже страдают? Именно. Этого нет в списке. И мне этот вопрос не нравится. Не нравится? Почему? Потому что это не столько вопрос, сколько жалоба. На самом деле подразумевается, почему я тоже страдаю. Человек, который спрашивает, считает себя хорошим. А мне это кажется высокомерием. Но, Пол, иногда плохие вещи случаются с очень хорошими людьми. Это важный вопрос. Да, знаю. Я могу на него ответить, если хотите. Нет, давайте продолжим. Хорошо. Существует ли свобода воли? И если да, как примирить ее с Божьей волей? Наконец. Наконец, что это значит? Это наречие, которое значит «в конце концов». Смешно. Вы поняли мой вопрос. Наконец, вы задаете мне вопросы, которые вас интересуют. Меня интересуют все вопросы. Может быть, но ответы на некоторые вопросы интересуют вас больше других. Послушайте, мы говорим не обо мне. Правда? Существует ли свобода воли? Я заставлял вас приходить на эту встречу. А как бы я узнал, если бы вы заставили? Вы напомнили мне старый анекдот. Ученик приходит к раввину и спрашивает: «Рав, почему вы и другие раввины всегда отвечаете вопросом на вопрос?» А раввин ему отвечает: «А как мы должны отвечать?» Хорошо. Вы не посмеялись над шуткой Бога, так что насчет свободы воли? Пол, свобода воли, конечно же, есть. И все об этом знают. Все человеческое законодательство построено на свободе воли. Представьте, что вас судят за совершение преступления. Попробуйте сказать, что действовали по воле Бога, и увидите, что вам ответят. Любой ли человеческий поступок — акт свободной воли? Нет, конечно. Нельзя посредством свободной воли отрастить ампутированную ногу. То есть что-то случается, а Бог говорит: «Чувак, это не я?» Нет, нет. Поймите, что моя воля и воля человека не противоречат друг другу. Это не две версии одного и того же, но они отлично сочетаются. Таким я создал человека. Да, но если я не различаю, где конец одного и начало другого. Понимаете, в чем дело? Думаю, понимаю. Понимаете? Дело в том, что вы не доверяете плану Господа, или в том, что вы не доверяете себе. Отлично. То есть, если у Бога есть план, я в безопасности, так? Я остался бы в кровати, если бы знал, что так задумано Богом. Я не это имею в виду, и вы это знаете.
Хорошо, смотрите. Вот шахматы. Фигуры взаимодействуют по правилам. Есть компромисс. Две фигуры не могут стоять одновременно на одной клетке. Точно так же и мы с вами. Люди делают выбор, и у каждого решения есть последствия. Если бы люди знали, что любое их решение — это в какой-то степени моя воля, они бы ничего не делали. Они бы лежали как парализованные по утрам и думали, что мне угодно, чтобы они съели овсянку или сэндвич на завтрак. Пытаться понять Божью волю — пустая трата времени? Нет, не совсем. Пол, я говорю то, что вы и так знаете. Нужно уметь совершать выбор и жить с последствиями выбора. И неважно, что или кто подтолкнуло вас выбрать именно одно, а не другое. Когда вы решили поехать в Афганистан, вы учитывали мою волю? Или вы подумали, это мой свободный выбор, делаю, что хочу? Думаю, мое решение было несколько сложнее. Вы преодолели 12 тысяч километров, чтобы попасть на войну, Пол. Война меняет людей. Вы должны были знать, что это решение будет иметь последствия как для вас, так и для вашей семьи. Или вы не думали, что изменитесь? Думаю, я надеялся, что Бог присмотрит за мной. Надеялся? Я молился. Молился, чтобы я остался целым. Молился, чтобы мои товарищи вернулись к своим семьям. Молился, чтобы с моей женой было все в порядке. Молился, чтобы не натворить глупостей. Много молился. Ваши молитвы были услышаны? Не знаю. Некоторые да, большинство нет. Вы хотите поговорить об этом? Предлагаете написать претензию? Я услышал, что во мне нуждаются, и пришел. Я думал, что буду брать у вас интервью, но все пошло не по плану. Да, но не так, как вы об этом думаете. Откуда вы знаете, что я думаю? Оставим это на завтра. Это очень странное интервью. Давайте назовем это беседой. Так лучше? Извините, но мне за беседы не платят. Так вот, зачем вы здесь? Ради денег. А зачем мы здесь? Я услышал, что во мне нуждаются, и пришел. Обычного спасибо будет достаточно. Почему именно я заслуживаю вашего внимания? А вы так не думаете? Значит, вы пришли, чтобы спасти меня? А вас нужно спасать? Разве не всех нужно спасать? Да, всех. Но в этот раз мы сделаем по-другому. Как? Я вам помогу. Вы мне поможете? Я не понимаю. Знаю. Я знаю. Но вы поймете. Итак, У нас закончилось время. хорошо. Увидимся завтра. Конечно, в то же время, в тот же час. Попозже сообщу. А если серьезно, к чему это все? Поговорим завтра.
Пол Ашер. Привет, это я. Да, привет. Как прошло утро? Она ушла от тебя? Я не знаю. Я не знаю. Звучишь немного... Извини, я только пришел на работу. У меня было странное утро. Увидимся сегодня. Пол, ты здесь? Давай я тебе попозже перезвоню. Да, хорошо. Обещаешь? Да, обязательно. Пол, Хорошо, я перезвоню. Ладно, пока. Привет, Гарри. Ну, привет. И что ты здесь делаешь? Да, я знаю. Извини, что... И все же ты здесь. Если ты уходишь в оплачиваемый отпуск, значит, мы тебе платим, верно? Да, мне в отделе кадров объяснили. Ну и сколько времени ты отдохнул? Наверное, ты пытаешься сказать «нисколько», Пол. Ты же знаешь, что нет ничего зазорного в том, чтобы немного отдохнуть. Да, спасибо. Но я хотел... Ты получил мое сообщение? Пытаешься сменить тему? Да. Сработало? Понял. У тебя все в порядке? Да, все хорошо. Просто утро сумасшедшее. Я тут кое над чем работаю. Я не это имел в виду. Да, я в порядке. Спасибо. Спасибо. Как Сара? Как семья? Как у вас дела? Она в порядке. Я передам, что ты про нее спрашивал. Гэри, можно тебе? Передавай привет. Распишись вот здесь. Да. И здесь. Отправишь? Да, спасибо. Да. Так что ты хотел? О чем ты? Ты писал утром. Да. У меня есть друг, которому нужна помощь. Друг, значит, да? Нет, это не я. Я его встретил в Афганистане. И у него проблемы с тех пор, как он вернулся. Депрессия? Думаю, да. Да, понимаю. С ним все будет в порядке? Надеюсь. Иногда сложно увидеть в разгар войны замысел Божий. Да. Так чем я могу помочь? Ему нужно как можно скорее поговорить с профессионалом. Я пообещал, что поспрашиваю. Он хороший парень, герой войны. Ты знаешь кого-нибудь? Но ведь с ветеранами работают. Для этого есть специальные психологи. У него секретная работа, и если другие узнают, что у него проблемы... Да. Но... Я знаю кое-кого из межрелигиозного центра. Она очень хорошая. Я сам к ней ходил, когда Энн от меня ушла. Когда это было? В прошлом году. Я не знал. Мне очень жаль. Да, я особо никому и не рассказывал, и... Тебя в основном здесь не было, так что... Ты ничего не говорил. Все было отлично. Ты выглядел отлично. Да, в этом-то все и дело. Иногда окружающие не видят, что человек в беде. Так что хорошо, что твой друг... Мэтт. Хорошо, что он обращается за помощью. Да, Я спрошу у нее и напишу тебе. хорошо. Спасибо. Ты знаешь, что я не подведу? Да, Знаешь ведь? знаю. Хорошо. Над чем сейчас работаешь? О, ты не поверишь. Я беру интервью. Так. И у кого? У Бога. Да ладно. Да. Мне нравится эта идея. Очень круто. Нравится? У меня уже начали закрадываться сомнения. Нет. Для твоего блога? Или, может быть, для чего-нибудь побольше? Я не знаю. Что значит побольше? Печатное издание. Занимательная история на 4 колонки. Каждый четверг. Да. На первой странице? Шутишь? Богу пора побыть на первой странице. Или ты не согласен? Согласен. Хорошо. Но что подумают другие? Вдруг я начну их раздражать?
Нет, не думаю. Думаю, ты уже давно их раздражаешь. Ладно, спасибо. Сколько там будет слов? Понятия не имею. Ладно, ладно. Материал наверняка будет крутым. Но пока что это между нами. Да, без проблем. Я все улажу. Хорошо. Интервью с Богом. Круто. Очень круто. Привет, это Сара. Оставьте сообщение после гудка и хорошего дня. Привет, Сара. Это я. Мы с тобой не договорили. Я думаю, мы можем все исправить. Пожалуйста, перезвони мне. Ладно, пока. Бог — это любовь? Не люблю хвастаться, но да, безусловно. Сколько будет 2427 умножить на 648? 1 миллион 572 тысячи 696. 600. Правда? 1 миллион 572 тысячи 696. Сара? Я знаю, кто вы. Я знаком с вашей работой. Я ваш фанат. Христиане в бою, наверное, это было трудное задание. Трудное и для вас, и для вашей семьи. Вы преодолели 12 тысяч километров, чтобы попасть на войну, Пол. Война меняет людей. Вы мне поможете? Я не понимаю. Вернемся к моему вопросу. Вы здесь, потому что я пророк? Плохие вещи случаются с очень хорошими людьми. Вы лучше других понимаете, почему мои ответы могут быть... Дело в том, что вы не доверяете плану Господа, или в том, что вы не доверяете себе. Я Бог. Б-О-Г. Вы напомнили мне старый анекдот. А если серьезно, к чему это все? Что именно вы хотите подпалить? Я пророк? Правда, люди делают выбор. Мы говорим не обо мне. Есть последствия. А зачем мы здесь? Вы пришли, чтобы спасти меня? Если бы люди знали, что любое их решение — это в какой-то степени моя воля, они бы ничего не... Поехать в Афганистан. Что именно? Вы лучше других понимаете. У Бога есть план, я в безопасности. Еще я знаю о вашем браке. Мы можем поговорить сегодня? Меня нет. Доверие потеряно. Как ты это исправишь? Сколько раз извиняться? Не извиняйся. Мне плевать на посуду.
Ты никогда не знаешь. Сара? Кто это? Кто здесь? Кто это? Кто это? Кто здесь? Доброе утро. Доброе. Сара осталась дома? Да. Плохо себя чувствует? Да, немного. Эхиноцея. Всегда ее пью. Я ей передам. Эй! Вы здесь? Вы здесь работаете? Почему вы спрашиваете? Моя мама здесь работала. Давно уже. Почему мы встретились именно здесь? Проходите, присаживайтесь. Вы неважно сегодня выглядите, Пол. Все в порядке? Все отлично. Что случилось с вашей рукой? Нам пора начинать. Мы можем сегодня пропустить и закончить завтра, если вам так будет удобнее. Нет, все в порядке. Я здесь, вы здесь. Давайте начнем с того места, где вчера закончили, и сделаем хорошее интервью. Вы и вчера неважно выглядели. Я беспокоюсь за вас. Что касается вчера, мы отошли от темы. Я хотел выполнить все профессионально, но не смог. Извините. Не стоит извиняться. Вы были очень профессиональны. И я сказал вам об этом. Да, но я стал частью интервью, а так быть не должно. Давайте вернемся к вам и сделаем хорошее интервью. Начнем? Итак, запись. 2 июня Пол Ашер берет интервью у Бога. Думаю, мы обсудили вчера основные вопросы. На чем мы остановились? Вы спросили, почему я здесь. Да. Почему вы здесь? Почему захотели дать интервью? Я бы хотел поговорить с вами о спасении, Пол. Отлично. Хорошая тема. Это прогресс. Спасение. Что вы под этим подразумеваете? А вы как считаете? Просто сначала мы должны договориться, что подразумеваем под этим, чтобы вести беседу. Разные люди понимают под спасением разные вещи. Да, это очень личное. Это самое личное. И в конце, я имею в виду буквально, в конце
Нет ничего более личного, чем спасение. Только вы и ваша душа. Что может быть более сокровенным? Не спорю. Поэтому, когда я спрашиваю, что для вас спасение, я всего лишь хочу корректно отвечать на ваши же вопросы. Мы ведь для этого здесь, да? Вы спрашиваете, и я отвечаю. Хорошо. Разные люди понимают под спасением разные вещи. Но я христианин и буду отвечать с этой точки зрения. Спасение — это возвращение к единению со всемогущим и вечное избавление от греха. Отлично. Очень хорошее определение. Прямо в точку. Спасибо. Но вы упустили несколько тысяч лет споров о том, как прийти к спасению. Я верю в Иисуса, значит, у меня все будет в порядке. Вы так в этом уверены? О чем вы? Ни о чем, я просто спрашиваю. Я сказал, что интервью должно быть о вас. Я ответил на ваш вопрос. Итак, спасение. Спасение, хорошо. Итак, исключительно в целях беседы, представим, что я производитель, а вы потребитель. Скажите, как вы оцениваете данный товар? Спасение как товар? Вы шутите? Нет, я не шучу. Допустим, это маркетинговое исследование. Я уверен, вы проводили их много раз. Еще один онлайн-опрос. Как вы оцениваете данный товар? Хорошо, посмотрим. С одной стороны, это лучший товар за всю историю. Искупление грехов. Вечное единство с Богом после жизни на земле. Круто. Кто не захотел бы такой товар? Если он не окупится, тогда что? Рад, что вы его одобрили. С другой стороны, С другой стороны, что? это единственный продукт, правильное использование которого включает возврат производителю. И есть только один способ это сделать. Все хотят попасть в рай. Но никто не хочет умирать. Именно. Эту небольшую сложность смягчает тот факт, что рано или поздно все умрут. Речь не столько о том, что за продукт, сколько о том, когда его применять. Я знал, что вы справитесь. Да. Нужно было идти на маркетолога. Итак, продолжим. Но что еще? Еще? Вы упустили один момент, о котором я упомянул в первую очередь. Как? Или мы можем назвать это инструкцией к продукту. Хорошо, но после этого мы продолжим. Ладно. Хорошо, итак, инструкции. Инструкции в широком доступе, и это хорошо. Библия остается бестселлером уже который год, но... Но Мне кажется, что инструкции путанные. никто и не говорил, что познать мою волю просто. Да, но познать Божью волю не проблема, так? В Библии полно правил. Верно, могу сразу же назвать 10. Да, но это Ветхий Завет и Тора. В Новом Завете по-другому. Бог послал Сына, правила игры изменились. Да. Иисус говорил ясно. Евангелие от Иоанна: «Я ваш путь. Никто не придет к Отцу, кроме как через меня». Все понятно. Но так не может быть. Нет? Ведь мы все грешники. Да. Если нас спасет вера и только вера, зачем следовать остальным правилам? Но разве веры достаточно? Ты убийца? Ну и что? Лжец? Без проблем. Прелюбодей? Все совершают ошибки. Так в чем проблема? Проблема в том... Проблема в том... Проблема в чем, Пол? Мы опять говорим обо мне. Мы договаривались. Проверьте запись, я на это не соглашался. Чего вы хотите? Я серьезно, к чему все это? Вы чего-то хотите от меня? Я понятия не имею чего. Теперь понимаете, зачем нужен говорящий куст? Я говорю, люди слушают. Я согласился встретиться с вами, потому что это была интересная возможность для хорошего интервью. И я даже притворился, что верю вам. Но теперь я понимаю, что вы преследуете личную цель. Что бы это ни было, скажите мне, чего вы от меня хотите? Мои познания в математике не впечатлили. Впечатлили, но некоторые люди тоже так умеют. Ясно. Какие-нибудь гении. Ладно, хорошо, я вам расскажу. Но вам это может не понравиться. Ну, наконец-то. Давайте, удивите меня. Ладно, не обижайтесь. Но думаю, вы не совсем правильно понимаете суть веры. Я с вами не согласен, у меня всегда была вера. Вот и я о чем. Видите? У меня всегда была вера. Пол, вы понимаете, что я имею в виду? Не совсем. Что вы имеете в виду? Хорошо, мы вернемся к этому.
Пол, вы когда-нибудь думали, как выглядит мир с моей точки зрения? С точки зрения Бога? Честно говоря, нет. Как бы я это сделал? Как это вообще возможно? Справедливо. Представьте, что вы знаете о каждом человеческом деянии, каждой мысли, каждом устремлении и о всех пороках. Но вы также знаете об одиночестве, о том, как болезненна и пуста жизнь. А теперь умножьте это на количество всех людей, когда-либо живших на Земле. Не хотел бы я такую работу. Почему? Для меня это было бы невыносимо. Мир полон ужасных вещей. Я работаю в газете. Я вижу это каждый день. Страшные вещи, которые обрушиваются на хороших людей. Людей с достоинством, которые хотят знать, почему это происходит именно с ними. И что бы я им сказал? Доверьтесь мне. У меня есть план. Нет уж, увольте. Страдания всего мира разбили бы мне сердце. Но скажите, почему бы вас это беспокоило? В смысле, почему? Почему бы это разбило вам сердце? Потому что мне не все равно. У меня есть сострадание к другим людям. И откуда вы взяли такие моральные установки? Вы, скорее всего, ждете ответа от Бога, но, честно говоря, я понятия не имею. Может быть, свобода воли, Пол? Свобода воли существует, и ваши убеждения не были бы ценными, если бы их подсунул я. Хорошо, теперь я знаю, что это мое. Так когда мы доберемся до той части, которая мне не понравится? Пол, если бы вы знали, что веры достаточно, чтобы спастись, стали бы вы вести себя аморально? Откуда вы знаете, что я не аморален? Вы об этом сказали. Сказали, что у вас есть сострадание, и я верю. Тогда чего ужасного вы могли бы совершить, чтобы я вас не простил? Пол, я задал вам очень важный вопрос. Я не хочу говорить об этом. Давайте сменим тему. Почему? Почему? Потому что это лично. У вас нет секретов от меня? Есть. Нет, нет секретов. Да, есть. И моя жизнь не тема разговора. Нет, Пол, именно ваша жизнь. Не знаю, как еще донести это до вас. Вы должны услышать меня. Ладно. На сегодня хватит. Спасибо. Ладно, можете спросить меня о чем угодно. Я это и пытаюсь сделать, но это нас ни к чему не приводит. Я уважительно отнесся к вашему заявлению о том, кто вы, но на вопросы я постоянно получаю уклончивые ответы. Вы задаете хорошие вопросы, я отвечаю на них как можно лучше. Лучше для кого? Для вас, конечно же. Это мне и правда очень не нравится. Можем еще больше усугубить. И как же? Давайте поговорим о вашем браке. Нет! Нет. И само ваше предложение возмутительно. Моя личная жизнь — табу, а мой брак тем более. Вы уверены? Так вы... Вас кто-то подослал, да? Это все? Пол, не будьте параноиком. Я хочу помочь. Спасибо, я сам справлюсь. Справитесь? Справлюсь! Зачем вы это делаете? Вы с другими людьми говорите так же? Вы этим занимаетесь? Втираете окружающим всякую чушь? Зачем я здесь? Мне часто задают этот вопрос. Прямо здесь, в этом театре. Почему я здесь? Потому что я хочу вам помочь, если вы мне позволите. Спасибо, я в безопасности, все под контролем. Ну хорошо. Рад слышать, потому что ваше время подходит к концу, Пол. Еще 5 минут, но я с удовольствием отдам их другому пророку. Нет, Пол, ваше время подходит к концу. Что вы сказали? Это я и сказал. Подходит к концу. Что вы имеете в виду? Так вы хотите сказать... Да.
И вы говорите... Да. Мне очень жаль. Это шутка? Нет, Пол. Это не шутка. Мне очень жаль. Хреновая шутка. Зачем вы мне это сказали? Вы сами так сказали, Пол. Смерть больше про когда. Так почему это когда не может быть сейчас? Интервью окончено. Еще завтра. Завтра ничего не будет. Я дам вам знать, если передумаете. Я более чем уверен, что не передумаю. Зачем я вообще согласился на это? Вы молились, Пол, просили о помощи, поэтому я здесь. Я думал, что в условиях интервью вам, как журналисту, будет комфортно. Поздравляю, вы ошиблись. Мне жутко плохо. Спасение реально, Пол. И вы все еще можете спастись, но вам нужно понять кое-что очень важное. Вера — это не то, что вы имеете, не в традиционном смысле. Потому что вера — это не цель. Вера — это процесс. Она похожа на брак. Клятвы новобрачных не конец, это только начало. Для брака нужны время и отдача. Ежедневно. Как глубоко. Пол. Пол. Вы не хотите знать, когда это произойдет? Нет. Что ты здесь делаешь? Ты так и не перезвонил. Да, точно. Прости. Вчера был ужасный день, и я... Я знаю, поэтому я тебе позвонила. Эй! Привет, я рада тебя видеть. Прости. Привет. Мы можем поговорить? Хорошо. Никто не знал, где ты, и телефон не отвечал. Я был на встрече. Отключил телефон, прости. Хочешь поговорить о вчерашнем дне? Нет, не особенно. Мне кажется, это важно. Да, говори, что хотела. Почему ты так со мной разговариваешь? Как будто я тебе чужая. Она ушла вчера. Можно мне немного передохнуть, пожалуйста? Я знаю, просто я за тебя волнуюсь. Я знаю. Прости. Знаю, что волнуешься, просто... Мне уйти? Пол, ты ведь понимаешь, что в этом нет твоей вины? Никто не виноват. Разумеется, я виноват. Почему кто-то обязательно должен быть виноват? Во Вселенной и в жизни разное случается. У меня на этот счет несколько другое мнение. Знаю. И мне это в тебе всегда нравилось. У тебя есть сила и определенность, которых у меня не было. Но это моя вина. Почему? Мне не стоило уезжать. Куда? В Афганистан? Глупо, что я думал, что может произойти. Я был глупым.
Ты так думаешь? Да, я так думаю. Нет, Пол. Что? Что? У Сары была интрижка до твоего отъезда. О боже, прости, я думала, ты знал. Оставь меня. Оставь меня на минуту. Мне нужно побыть одному, прости. Что здесь происходит? Я перезвоню. И почему в моем офисе? Извините, добрый день. Я Грейс, я свояченица Пола, сестра Сары. Фанат вашей сестры. Спасибо. Извините, мы оккупировали ваш офис. Есть такое. Можно еще пару минут, пожалуйста? Извините еще раз. Пол? Ты не против, Гэри? Ладно. Да, я нашел человечка для твоего друга. Номер здесь. Если друг захочет, можно встретиться сегодня. Оставлю здесь. Спасибо. Он не знает, да? Нет. Тебе полегчает, если поговоришь с кем-нибудь. Если не со мной, то с кем-нибудь еще. Я бы хотел поговорить с Сарой, но она не берет трубку. Я даже не знаю, где она. Возможно, она с тем самым парнем. Нет, она не с ним. Они расстались. Откуда ты знаешь? Она сейчас живет у меня. Что? Почему ты молчала? Пол, прошу. Попроси ее перезвонить мне. Я не могу, прости. Наберись терпения. Зачем? Нужно дать ей время. Дать ей время? Сколько? День, неделю, месяц? Пол, перестань. Я знаю тебя с 18 лет. Замужество Сары — это лучшее, что было в ее жизни, и мы всегда будем одной семьей. Поэтому я пришла сегодня. Я не знаю, почему так произошло, но тебе нужно с кем-нибудь поговорить. Хорошо, поговорю. Обещаешь? Да, обещаю, да. Да, спасибо, что пришла. Обнимешь? Да. Привет, Мэтт. Это я. Да, я поэтому, собственно, и звоню. Знаешь что? Я отправлю сообщение. Сказали, что если есть время, можешь приходить сегодня. Да. Хорошо. Хорошо, удачи. Позвони мне потом, расскажи, как все прошло, хорошо? Можно попросить тебя об услуге? Большой услуге. Я сейчас беру интервью, и оно очень странное. В том-то и дело, я не знаю. Если я пошлю фотографию, можно проверить человека, пробить по базам и все такое? Можно? Замечательно, до завтра, отлично. Хорошо, пока. И что здесь происходит? Гэри, прости. Что? Проблема с историей? Скажи что-нибудь. Сара ушла от меня. Вчера. Прости. Почему ты ничего не сказал? Все плохо с тех пор, как я вернулся. Я должен был сказать. Не знаю, почему не сказал. Это из-за Афганистана? Я так думал поначалу. Но теперь узнал, что, возможно, эта проблема серьезнее. Я пытаюсь разобраться. Хорошо. Может, тебе все же стоит взять отпуск? А? Да. Возможно. Хорошо. Ты сможешь все исправить? Не знаю. Я думаю, может, ей лучше без меня? Не говори так. И думать так не смей. Знаешь, когда Энн ушла от меня, я немного съехал с катушек. Меня посещали мысли, которых до этого никогда не было. Странные, сумасшедшие мысли. И потом, как будто меня ударили, я почувствовал огромную боль и обиду. Но самым невыносимым чувством было сокрушительное разочарование. Гэри, я не хочу, чтобы ты... Нет, послушай меня, послушай.
У меня всегда были негативные мысли по поводу того, как сложится моя жизнь. Я думал о бедности, о страшных болезнях, о чем угодно, но я ни разу не думал о том, что мой брак может развалиться. Что это, наивность? Да? Почему я считал, что со мной этого не произойдет? Потому что у меня есть вера? Это делает меня особенным? Разве нет? Да. Именно она делает меня особенным. Именно вера спасла меня и Иэн. Конечно, нам нужна была помощь. И чтобы успокоиться, требовалось время, но он был рядом с нами, когда мы в нем нуждались. Тебе надо это понять. Да, я знаю. Я пытаюсь. Ты все еще любишь Сару? Да, ты же знаешь. Хорошо, хорошо. Тогда найди в себе силы все исправить. Ты сможешь. А если время сыграло свою роль? Что? О чем ты там говоришь? Извини, забудь, о чем я говорил. Дело в... Гэри, это интервью, оно... Я не знаю, оно... пожирает меня. На котором ты был последние 2 дня? Да, То самое интервью? да, то самое. С Богом. Ладно. Ты уже рассказал о нем в печатном издании? Да? Им понравилась идея? Перестань, Гэри, посмотри. Моя жена от меня ушла. Я рыдаю у тебя в офисе. Возможно, я сейчас столкнулся с чем-то непонятным. Послушай, тебе надо разобраться. Позаботься о себе в первую очередь. И помни, что я сказал. Нужно понять. Спасибо, Гэри. Да. Давай же, сними трубку. Я почти ответила, хотела поговорить с ним. Так почему не отвечаешь? Потому что я разрушила наш брак. Сара. Сара, мне очень плохо. Нам надо поговорить. Можешь перезвонить мне? Это очень важно. Перезвони, пожалуйста. Ладно, пока. Что? Сколько мужей возвращались к женам, которые им изменили? Он работал или сидел в библиотеке? Перестал ходить в церковь, потому что потерял веру. Я сама во всем виновата. Но его не было рядом. Ты не знаешь, что я делала. Я знаю, что ты человек. Ты ведь знаешь меня, правда? Ты знаешь, что я не верю во всю эту религиозную чепуху, но, может, тебе стоит попробовать? Предлагаешь мне помолиться? Хуже точно не будет. Молитва не искупит мои грехи. Ничто не сможет искупить то, что я натворила. Ладно.
Почему он приходит ко мне, а не прячется от меня? Кто я для себя? Никто не любил меня. Кто я? Ладно. Ладно. Ты меня слышишь? Почему? Потому что это лично. У вас нет секретов от меня? Да, есть. Нет секретов. Есть, и моя жизнь не тема для разговора. Нет, Пол, именно ваша жизнь. Не знаю, как еще донести это до вас. Услышьте меня. Хорошо. На сегодня хватит. Ладно. С возвращением. Спасибо. У меня остались вопросы. Сегодня наше последнее интервью. Я хотел бы сделать кое-какие выводы. Хорошо, я тоже. Я понял. Отлично. Спасибо. Итак, запись. 3 июня, пятница. Последнее интервью. Sei l'unico vero Dio. Io sono l'unico vero Dio. У вас отличный итальянский. Учился год по обмену время. Вы не зря провели там время. Вы сообщили мне вчера очень печальную новость. Для вас это было новостью? Вы говорите, что пришли помочь, что я молил о помощи. Верно. И говорите, что я умру. Как вы мне помогли? Вы же журналист. Вы должны знать, как важны дедлайны. Извините. Я просто знал, что так вы вернетесь. Это была манипуляция? Я бы назвал это мотивация. Главное, вы здесь. Значит, вы подтолкнули меня? Конечно. Так было с самого начала? Может, вам нужен был этот толчок? Это ваша работа? Пол, я говорил, что играю активную роль в жизни своих детей. Давайте не будем тратить время на то, что вы знаете, и пойдем дальше, хорошо? И можете вычеркнуть свой первый вопрос. Только Бог говорит, сколько нам жить. Теперь вы знаете ответ. Значит, так Бог отвечает на молитвы. Я не говорил, что отвечаю на ваши молитвы. Вы пришли, потому что я молился, потому что я запутался. Но, по сути, вы пришли, чтобы сообщить мне плохие новости, так? Я в полном порядке. Так вы пришли торговаться со мной? Нет. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Да. Поговорим о спасении. Этого вопроса нет у вас в списке. Нет. Мы уже обсудили это вчера. У меня остались вопросы. Я думал, мы все обсудили. Это обширная тема. Я знаю. Важная для моих читателей. И для моих. Хорошо, так в чем проблема? Мы не дошли до сути спасения. Потому что для меня это очень личная тема. Я понимаю. Понимаете? И это все, что вы мне можете сказать? А чего вы хотите? Не знаю. Ответов? А какой был вопрос? Отлично. Вот именно так хорошие люди исходят с ума. Мы пытаемся быть хорошими, пытаемся вам угодить, ищем ответы, и что вы делаете?
Вы представляете, каково это чувствовать, что тебя судят? Мы всего лишь хотим успокоить свой разум, но вы, не знаю, вы убиваете всю радость. Хорошо, теперь мы, наконец, куда-то движемся. Мне так не кажется. Пол, вы считаете, что спасение — бремя? Да. Но это не так, это подарок. Видимо, мы по-разному помним, чему меня учили в воскресной школе. Хорошо, я вам сейчас объясню. Прошу. Вы один из моих детей. Вы так сказали? Ребенок соблюдает правила родителей, верно? Разумеется. Что происходит, когда вы взрослеете? С моими родителями? Да, что меняется в отношениях с вашими родителями? Ну, меньше правил, больше обязанностей. Вы к этому клоните? Да, но и больше свободы, да? Да. Итак, вы понимаете? Нет. Что вы... Извините, мы все еще говорим о спасении или... Ладно, рассмотрим это в библейском контексте. Древние люди были злыми. Да, и для них это плохо кончилось. Спасение не было тогда таким возможным, как сейчас. Но я дал вам еще один шанс. Новый свод законов. Заповеди. Верно. Закон стал понятен, но путь ко мне остался сложным и извилистым. И однажды в Вифлееме все снова изменилось. Это была хорошая новость. И снова законы изменились. Новая жизнь. Да. Например, у Моисея было 10 заповедей, а Иисус говорил только о 6. Я знаю о несоответствии. Да. Когда Иисуса спросили, как попасть в рай, он сказал: «Не убивайте, не крадите, не прелюбодействуйте, не лжесвидетельствуйте, почитайте отца и мать и любите ближнего, как самого себя». Евангелие от Марка и Матфея знаю. Он не назвал 4. Первые 4 знаю. Да, первые 4, в которых говорится о Боге. И о чем это вам говорит? Полагаю, что это не ошибка. Не спешите, подумайте. Что вероятнее, что Иисус забыл 4 из 10 заповедей, или что Иисус знал, что мир меняется, что Он его изменит, и нет нужды напоминать людям помнить день субботний и не забывать, что Бог один. И он был прав? Насчет чего? Бога. Посмотрите вокруг, вы много язычников встречали. Io sono l'unico vero Dio. Можете и этот вопрос вычеркнуть. Вы единственный истинный Бог. Мы это выяснили. Это очень интересно, но какое отношение это имеет ко мне? Ладно. Как вам такой заголовок? Ваша жизнь — это не репетиция перед вечной жизнью. Если вы перестанете беспокоиться о спасении, то найдете время для других дел, например, любви к ближнему своему и поиска своего пути. Сколько бы вам лет жизни не отпустили? Пол, я сделал вам огромный подарок. Новое подтверждение, новую обязанность. Но вам решать, примете ли вы мой подарок, пока не стало слишком поздно. Вот видите? Вы пришли помочь мне, но это звучит как угроза. А я не могу делать 2 вещи одновременно. Пол, несколько тысяч лет я помогаю людям найти путь ко мне. Всегда ли мне это удавалось? Спросите у Ноя, был ли я тогда чересчур мстительным? Возможно. Но нет угрозы, не будет и последствий. Значит, вы пришли угрожать мне? Вы так считаете? Я надеюсь на лучший исход, чем в случае с Ноем. Я тоже. Тогда пришлось устроить потоп, а теперь мы с вами просто сидим в комнате с диктофоном. Вы понимаете, что это божественное вмешательство? Нет, не совсем. Мой редактор думает, что я в опасности. Меня это тоже беспокоит. Он думает, что опасность исходит от вас. Я в опасности? О чем мы говорили последние 3 дня, Пол? Вы... Стоп. Вы... Прошу. Вы один. Прекратите. Прошу. Остановитесь. Что, простите? Прошу, хватит! Вы расстроены. Да, прошло 3 дня. Конечно, я расстроен. А какой реакции вы ждали? Вы же знали, что так будет, да? Правда ведь? Да. Значит, вы это признаете? Я потрясен вашей выдержкой, Пол. Вы думали, что возьмете интервью всемогущего. Никто бы в здравом уме об этом не подумал. Но вот вы здесь, возвращаетесь уже 3-й день, и, пожалуйста, не говорите, что надеялись на интересную историю. Вообще-то да. Пол, вы переживаете личный кризис. Я прихожу, предлагаю вам интервью с Богом, и вы не можете это понять? Пол, вам это о чем-нибудь говорит?
Это нечестно. Честно, я оказываю вам услугу уже несколько дней, Пол. Я пришел, чтобы отвлечь вас от мысли о собственной жизни. То есть все это огромный розыгрыш? Разве это вас удивляет? Не могу поверить. Вы сказали, что вы бог. Верно. Если бы вы не хотели в это верить, мы бы не сидели здесь сейчас. Вы забыли выключить телефон. Да, И теперь вы уходите. да. Мэтт, ты не шутил насчет фото, которое прислал мне? Этот чувак? Он умер в Афганистане 12 лет назад. Это шутка? Пол, я позвоню. Извините, Да, можно? да. Что вы хотели? Я был в этой палате, в палате 22. Извините, в этой? Да, вы не знаете, чей это кабинет? Я думала, что это склад. Разве нет? А вы кого-нибудь знаете? Или кого-нибудь ищете? Может, у него ключи? Нет, ничего, спасибо. Кто вы? Садитесь, Пол, поговорим. Нет, скажите, кто вы? Я думаю, вам нужно... Кто вы? Вы знаете, кто я. Король лжи? Вспомните последние 3 дня. Я вам хоть раз соврал? Да. Нет, не знаю. Да, когда? Не знаю, все, что вы говорили, может быть ложью. Но все было правдой, и вам это известно. Вы сказали мне, что вы бог. Да. Единственный. Верно? У меня плохие новости, друг говорит, что вы умерли. Понимаю, иногда это именно так и выглядит. Уверяю вас, Бог жив. Не могу поверить. Как вы связались со мной? Это вы со мной связались? О чем вы? Это вы? Вы со мной связались. 3 дня, 3 беседы, 3 места. Как я это сделал? Вы вышли на связь. И как я это сделал? Послал письмо, СМС, Снэпчат? Как? Вы... Не знаю. Пол, подумайте. Этого не может быть. Но это происходит прямо сейчас. Пожалуйста, присядьте, и мы поговорим. Я здесь, чтобы помочь вам. Помочь? Да. Это какая-то насмешка. Чем помочь? Отговорить вас от плохого решения, спасти вашу жизнь. Спасти жизнь? Да. Вы говорили мне, что я умру. Да. Хотели сказать, когда? Да, но вы и до этого знали. О чем вы? Как я вообще мог знать о своей смерти? Вы отлично знали, когда. Как я мог знать? Вы хотели совершить самоубийство, Пол. Нет. Нет, вы не могли знать об этом. Люди не всегда видят, что у человека проблемы. Но от меня не спрятаться. Почему вы это делаете? Вы сбились с пути. Вы позволили мне сбиться с пути. Почему же? Я молился. Я молился. Я знаю. Я просил о помощи. Вы думаете, что у вас проблемы из-за того, что мне все равно? Вы не слышали меня. Беды происходят каждый день, каждую минуту, каждого божьего дня. И вы об этом знаете, вы сами об этом говорили. Это очень печально. Но дело в том, что люди замечают беды только тогда, когда они приключаются с ними. И, возможно, это самое печальное. Вам надо присесть. Почему вы нам не помогаете? Я слышу вас. Слышу все. Почему есть войны, голод, нищета, болезни, пожары, наводнения? Почему пропадают дети? Почему люди теряют надежду? Сделайте что-нибудь! Именно. Вы сильнее, чем думаете, Пол. Сделайте что-нибудь. Пищу можно вырастить, болезни вылечить, войны закончить. Ветерану войны можно помочь и можно спасти брак. Когда вы спрашиваете меня, почему все это происходит, посмотрите на ближнего своего.
И там буду я. Нет, мне нужно чудо. Чудеса случаются каждый день, и иногда... Пожалуйста. Иногда чудо — это вы. Что происходит? Ты никогда не знаешь. Нет. Нет. Мое спасение. Дайте себе время. Я говорил, что иногда плохие вещи случаются с очень хорошими людьми. Мэтт, позвони мне, есть новости. Пол, обязательно. Похоже, сегодня я иду пешком. Привет, Нэт. Как все прошло? Здорово. Ух ты, круто. Не, все в порядке. Нужен был номер его телефона. Хорошо. Это было чудо. Это было чудо. Кто я такой, чтобы говорить, что это не чудо? Нет, ты вовремя. Сара? Да, хорошо, я ей передам. Да, я передам, да. Ага. Я очень рад за тебя. Конечно. Отлично, бро, пока. Увидимся, пока. Привет. Привет. Рад тебя видеть. Где твой велосипед? Понятия не имею. Что-то случилось? Он просто пропал. Ты любил его? Это просто велик. Что у тебя с рукой? Я разбил чашку. Ты в порядке? Да, заживет. Прости за чашку. Это просто чашка. Ты в порядке? Да. Послушай, я пришла извиниться. Прости меня. Мне очень стыдно.
Я любила тебя. Я до сих пор люблю тебя. Я прощаю тебя. Мне нужно идти. Пока. Подожди. Можно кое-что спросить? Тебе не кажется, что твое возвращение — это некий знак? Сара, ты вернулась. Я говорил, эхиноцея. Отличная вещь. Эхиноцея? Чудо, а не лекарство. Чудеса? Эй, они случаются каждый день. Мы можем поговорить? Зайдешь? Да. Я бы тоже хотела поговорить. Сара, я тоже тебя люблю. Быть религиозным недостаточно, если ты не веришь по-настоящему. Я молился, но я ничего не видел и не слышал. Что ужасного вы могли бы совершить, чтобы я вас не простил? Но теперь я это вижу. Это действительно был знак. It's a new day. Could that mean there's new life? I'll dare to be hopeful if the sun reclaims the sky. I'll put on glasses so everything's a shade of green. Then growth can seem a real possibility. Oh, in the stillness I'll know. Oh, all the secrets I'll know. I'll know.
could flood my soul with life when I'm too tired to dream. Oh, at the source I will know. Oh, all the secrets I'll know. I'll know. If I think it, well then it will be true. 1,000 reasons to be thankful from the closing point of view. And hope for tomorrow is reason 1001. Reason 1001. Reason 1001.